Сажусь быстренько к вам. Так. Как меня слышно? Сразу сообщите. Как меня видно? Опа! Сегодня у нас такой необычный эфир. О, всем привет-привет, мои дорогие девочки, мальчики, здравствуйте. Ой, вышла сегодня в эфир, потому что должна была быть встреча с нашей очаровательной Дарьей, но Дарья не смогла по определенным причинам. И, значит, чтобы не отменять прямой эфир, я воспользовалась этим прекрасным случаем. И сейчас вам продемонстрирую все свои вязаные изделия. Их у меня уже очень много. Вот такая целая копна. И вот разные сумочки. Дело в том, что я собираюсь поехать показать вам другую страну. Но для того, чтобы я уехала, мне нужно вот это все распродать, потому что с таким количеством вещей я просто не смогу уехать. Это вот будет, ну вот это все, это будет, ну, больше, чем один чемодан, наверное, 2 чемодана. Ну и вот сумочки. Поэтому сейчас буду вам рассказывать о каждой вещи, буду вам демонстрировать. Вот, вы можете задавать вопросы, конечно же. Таким образом у нас с вами пройдет вечер. Прекрасный вечер. Фу. О, Галочка, привет, зайка, привет. Вот так вот я тут расположилась. Так, расположилась так вот на ковричке. Думаю, как же мне это все показать? Думаю, я сяду на свой ковричек, поставлю свои цветочки тут, такие экзотичные. Это я их тут насобирала, вот, недалеко от дома. И получается, будет вот так вот все красиво. Буду красиво все демонстрировать вам. Ну, а попозже отвечу на вопросы. Хорошо, немножечко позже, потому что много разной информации надо будет дать. Телефончик пусть вот тут лежит. То есть я все буду просматривать. Как меня слышно? Как меня слышно? Как меня слышно, дорогие подписчики? Слышно. Как меня слышно? Сама услышала себя, что шикарно слышно. Так, ну что, прежде я вам хочу показать процесс, который сейчас у меня на спицах. Вяжу спицами номер 3. Эти спицы привезла мне... эти спицы привезла мне Татьяна Веселухина из Кирова. Видите, как я все помню? Вот. А вторую часть буду вязать спицами, которые привезла мне Галочка из Германии. Вот, это будет такая кофтюлька, очень классная, стильная. Хлопок, египетский хлопок. Но пока мне придется отложить, потому что уж очень-очень много всего возле меня. Пусть он там вот будет. Так, ну что. Маркушек, дай мне, пожалуйста, крем для рук. Сынуль. Манюня. Маркус. Маркус наушники одел, не слышит. Дай мне крем для рук. У меня руки стали сухие очень. Здесь у нас в Египте есть такая одна маленькая проблема. Здесь очень сильно все сохнет. Руки, лицо, волосы, все высыхает. И нужен постоянно какой-то увлажнитель. Так, смотрите, первая кофточка. Она вот такая довольно длинная. Будет прикрывать попу основательно. Можно носить ее и с лосинами, и с джинсами, и с юбкой. Если одеть пояс, будет шикарно прям. Вот такая красота. Такая красота. Узор очень интересный, как вы заметили. Здесь хлопок вместе добавки чего-то. С чем это добавлено? Забыла. Ну, в общем, чуть-чуть, немножко хлопка, 50%. Или это все хлопок? Нет, здесь есть какие-то добавочки немножко. Ну, очень приятный, не колет совсем. Это из этой пряжи, из турецкой пряжи. Вот такая красота, так что можете купить, приобрести. Если у вас возникают вопросы, пишите мне в комментариях тогда под видео, когда видео загрузится.
только не на WhatsApp, потому что на WhatsApp ассистент, и Сергей отвечает на такие более серьезные вопросы, что связано с недвижимостью, с переездом там. В общем, я его не беспокою. И вы его тоже не беспокойте, вы пишите прямо в Ютубе в комментариях, и мы с вами разберемся о ценовой политике и все. Так, смотрите, вот такая есть юбочка. Эта юбочка, я ее ни разу не одевала, потому что я бы продемонстрировала вам с подкладкой, вместе с готовой подкладкой. Шила портниха где-то 2 года назад. Не галочка, тогда я еще галочку не знала. Вот такая шикарная юбочка. Это очень хорошая пряжа, это Дива, турецкая пряжа Дива. Ну, вы себе представляете, как это держится. Это просто, то есть это... Вот эту юбку, скажу вам честно, если вы приобретете, может, я ее не продам, передумаю, кстати. Потому что вот эту юбку будете носить вы, будет носить ваша дочка там, или внучка, и еще ребенок, еще внучка внучки. Но я к тому, что это идеальное качество просто, это бомбезное качество на все случаи жизни. К черным туфелькам прям шикарно. Вот такая у нас есть кофтюлечка. Это тоже из Дивы, та же самая пряжа. Она одевается вот так вот на шею. Вот тут завязочки есть на шею. И сразу рукава. Руки будут плечи, то есть плечи будут оголенные. Вот такая кофтюлечка, очень красивая. Пишите, видите, какой узор интересный, такой классный. Надо как-нибудь будет тоже продемонстрировать вам, и чтобы как бы на мне все было. Ой, где же столько времени взять. Это бомбезный шарф, бомбезный, вот такой классный шарф, длиннющий. Он больше, чем 2 метра в длину. Видите, вот такой зимний, можно заматывать как угодно себя много-много раз. Вот, можно как палантин носить вот так вот на плечи. Ну, в общем, продаю. Я бы его ни за что не продала, потому что он мне просто нереально нравится. Я его вязала, знаете сколько? 2 недели. И он мне очень нравится, но дело в том, что я просто не смогу уехать. Понимаете, если я не продам. Ну, очень много у меня вещей. Туничка. Тут вот завязочки, видите, из 2 частей, а соединяется она веревочкой. Соединяется веревочкой, вот тут висит веревка. Вот такая длинная туничка на пляж. Можно по городу ходить, но тогда нужно вам поддеть какую-то подкладочку, и можно по городу. Тын-тын-тын-тын. Так, что здесь у нас дальше? Дальше у нас вот такая вязаная черная кофточка. Это тоже наполовину хлопок, наполовину какая-то добавочка. Тут у нас такие завязываются шнурочки, можно руководить. А на концах эти кисточки. Вот такая стильная в клеточку кофточка. Так что, пожалуйста. Красота. Видите, какая красота. О. Буду складывать. Это у нас тоже кофточка крючком. Это натуральный хлопок. Очень крепенький, хорошенький хлопок. Ну, на меня она маленькая. Это где-то будет размер 44. Пишите там в комментариях. Да, 44, 46, 44, наверное. Вот такая кофтюлька. На что-то накинуть. Тут сверху нужно либо брошечку, либо какую-то там пуговку я пришью. Ну, скорее всего, брошечку, чтобы она была такая легкая. Вот, дальше у нас поехали. Тут у нас 2 кофточки. Так, одна кофточка вот такая бежевенькая. Смотрите, бежевая. Это сейчас я ее выверну, продемонстрирую вам. Я потом зайду, поотвечаю на все вопросы, хорошо? Сейчас сначала продемонстрирую вам свои кофточки. Потом под видео, когда загрузится видео, можете писать комментарии или сейчас пишите. Так, это у нас хлопок. Это у нас, знаете что, итальянский хлопок. Очень мягкий, очень нежный. Такая она в дырочку. Можно носить просто на черный лифчик. Можно носить на бежевый лифчик. Можно носить с каким-то топиком. Вот. Внизу. Ну, очень стильная. Вообще, смотрите, какая стильная. Красота вот необыкновенная. Так, пойдем дальше. Вот такая кофточка. Недавно я связала. Смотрите. Это тепленькая уже. Это
такой зимний-осенний вариант. Весна. Но если что-то подеть, то прям тепло будет. Если что-то вниз подеть, пожалуйста, очень стильная. Смотрите. Видите? Такой рукав широкий к низу. Желтенькая кофтюлечка. Дорогие подписчики. У меня сегодня настоящий диван. Базар на диване. Не, магазин на диване. Вот такая кофтюлечка, ну очень классная, прям шикарная. Смотрите, смотрите, какая нежная, веселенькая, вот такая. Вот. Можно ее одевать и с лифчиком, и с какой-то маечкой, топиком. Так, следующая. Тут у нас две. Вот такая жилеточка, можно одевать на рубашечку, это натуральный хлопок, на маечку, прямо вот так можно сверху. Тут вот веревочки, и она на веревочке завязывается. Натуральный хлопок. С каким-то топиком можно носить. Вот такая кофтюлечка, это тоже хлопок с добавками. Это, если в хлопке, в такой пряже, как хлопок, есть добавки, это означает, что будет носиться еще дольше. Вот. Она не выгорает, шикарно выглядит. Вот так вот. Смотрите. Тут тоже бусики. Видите, в конце бусики. Можно завязывать, руководить длиной. И на рукавах бусики. Не бусики, а ну вот эти, как бы, ну да, бусинки. Деревянные бусинки. Вот такой элегантный свитерочек. Смотрите. Цены, конечно же, будут недорогие, потому что мне нужно продать и уехать, потому что я с таким количеством вещей просто не смогу уехать. Вот, поэтому пользуйтесь случаем. Бирочку прицеплю на память от Виктории с любовью. Вот, дорогие подписчики, смотрите, такая кофточка. Здесь у нас обычная кофточка, а вот тут у нас рукав. Такой, знаете, как в клеточку. Вот эту кофту я была повторила, потому что уже одну продала, и я ее повторила. Это тоже натуральный хлопок, очень классного качества, вообще бомбезная. Такая длинный рукав, такой, ну прям, вот. Все вещи очень хорошо сидят. Так, поехали дальше. Это у нас тоже итальянский хлопок. Вот такой узор, у нас ромбики. Такой красивый узор, элегантная такая вот вещица на все случаи жизни. Берите, будете носить миллион лет. Так, вот такая экстравагантная, очень экстравагантная вещица, жилеточка. Вы ее можете одевать на все случаи жизни. Честно, я ее продавать вообще не хочу, но я вынуждена продавать, потому что много слишком. Я ее вязала, наверное, более месяца, чтобы вы понимали, какая это работа невероятная. Ее можно носить с любой маечкой, с короткой, с длинной, с рубашечкой. Но вот такая уникальная вещица. Так, следующая у нас жилетка. Вот такая. Такая клетка здоровая, тоже с поясом, куда-то накинуть. Такая вот интересненькая. И в пир, и в мир. Пожалуйста. Тоже хлопок. Натуральный хлопок. Так. Моя радость. Радость моих глаз. Вот такая кофтюлечка. Яркая. Я в ней была одета один раз. Демонстрировала вам. Эти все вещи. Вот эту я один раз одевала. Демонстрировала и это. Так что они там есть в Ютубе. Вот. Они были одеты один раз. Просто для демонстрации вам. Вот такая вещица классная. Очень стильно смотрится. Просто невероятно. Так. Вот такая. Ну эту жилеточку вы видели недавно. Такая накидушечка. Здесь шнуры. Сбоку вот так связывается. И будете носить. Так, это мое. Это я не продаю. Маркус пистолет тут почему-то оказался. Вот такая. Это у нас сеточка. Сеточка вот такая классная. Ее можно носить и с платьем, и с джинсами, и с юбкой, с чем угодно. Очень стильная вещь. Вот бахрома внизу, как вы заметили. Маркушенька, тебе сейчас будет видно. Что ты хочешь?
А, это не надо, не надо, не надо. Я сейчас буду ответ. Отойди, сынуль, отойди. Маркушенька, Смотри, ты посмотри на лайвстрим. лайвстрим. Давай потом покажу, иди. Давай. Ой, аккуратно, аккуратно. Ты мне загораживаешь, Маркус, ты же уже не бейбик. Ты мне загораживаешь вещи. Смотрите, это у нас сеточка такая, классная сеточка. А, ну я же уже сказала о ней, да? Вот, такая вот интересная сеточка. Очень прикольненькая вещица. Маркус, не надо делать это. Вот, вот такая красота. Это у нас что? Это тоже хлопок. Вау, это он такой тонкий хлопок. Ну, в общем, его можно с каким-то топиком, с маечком, с чем угодно. Или на какое-то классическое платье. Сейчас немножечко поотвечаю на... Это моя кофта, я ее одевала уже раз 10, поэтому я ее не продаю. Вот, а может быть продам. Будет еще дороже ношеная, потому что там моя энергия. О, Оксанка, привет, привет. Спасибо, дорогая. Видно и слышно отлично. Очень хорошо слышно. Хорошо, спасибо большое. Ты сегодня красотка. Сегодня, да, я феном сушила волосы специально для вас. Привет из Тольятти, Евгения Леонович, Жанна Сенчук, барахло. Но это потому, что вы не понимаете в этом. А вы где вообще? Я в Хургаде живу. И куда вы уезжаете? Я хочу поехать в другую страну, показать немножечко своим подписчикам жизнь в других странах. Вот, вещи хорошие. У нас одна синтетика. Не-не-не, это не синтетика, есть добавочки. Там, где добавки, я вам говорю. Да, я сама все вязала, сама. Да, барахло в голове у Жанны. Спасибо, Людмила Липицкая. Да, да, я очень люблю вязать. У меня самой, я еще не все вам вещи показала. Есть вещи, которые я ношу. А можно я это попробую? Сушить? Закрой эту дверь и суши. Аккуратненько. Вот, и поэтому я не все показала. Показала только то, что... Сейчас буду сумочки показывать. То, что идет на продажу. А куда вы уезжаете? Марина, я просто... Столько у меня будет вещей, что я просто не смогу уехать. Понимаете? Мне нужно продать, потому что... Так что можете в этом... Я вам предлагаю поучаствовать в этом. Вот прям поучаствовать. Приглашаю. Вещи, конечно же, недорогие, потому что... Ну и... Потому что... Так, такие вещи, это, да, такие вещи, это вообще вязаные вещи, вещи ручной работы, они подчеркивают вашу индивидуальность. Вот я когда куда-нибудь иду, я знаю, что точно вот в такой одежде, в таком свитере, в такой маечке или там в какой-то накидушечке, вон там у меня еще есть накидушечка, потом попозже в конце, напомните мне, одену, я точно одна. И вот это заставляет себя чувствовать такой неповторимой, ужасно неповторимой. Как сказала Коко Шанель, вещи ручной работы... Мама, а где вот это, которая... Это потом. Не, да. Это тут закрыто, Маркус, не отвлекай меня, сын. Я не буду, я сейчас делаю прямой эфир. Давай, потом. Маркус, все, иди туда, сынок. Работы, они подчеркивают вашу индивидуальность. То есть вы себя будете чувствовать такой единственной, неповторимой. Вот. Ну вот мы с Галочкой на эту тему. Маркус, закрой дверь. Маркус! Маркус! Что? Закрой дверь. Мы с Галочкой на эту тему можем говорить вообще бесконечно долго о том, что о вещах ручной работы, потому что Галочка шьет, и вот сейчас там она что-то заканчивает дома молниеносно, вот за машинкой сидит, беседовали только буквально полчасика назад, и потом берется мне кофточку шить, и скоро мы с ней вам продемонстрируем и кофточку, и юбочку, которую она мне шила, вот, и кофту очень шикарную, но она такая вот кропотливая, как и я во вязании, только она в шитье. Вот, так что ждите.
А еще надо сказать, преимущество вязаных вещей в том, что через какое-то время можно распустить и связать себе, что да, так и есть. Преимущество в том, что вы можете распустить и связать, но я редко перевязываю, потому что я представлю, сколько я это делала, я не могу, но есть вещи, которые я перевязала, буквально недавно 2 вещи перевязала, потому что, ну, как бы, я поняла, что они не кодируются. Викуля, Людмила Липицкая, я твой покупатель. Хорошо, хорошо. Кажан НТВ, здравствуйте. Виктория, здравствуйте. Седокова, это как? Вы не вернетесь в Хургаду? Я не знаю, я не могу сказать. Нет, я уезжаю, потому что я хочу показывать видео в какой-то другой стране. Вот, так что я хочу в другую страну, как только вот Маркус закончит школу. Может быть, я уеду только на лето, я не знаю, может быть, уеду навсегда, вот, потому что мне что-то здесь тут уже неинтересно становится, уже как-то все одно и то же, уже все я вам показала, уже как-то я теряю интерес ко всему, и поэтому хочу поехать на лето, и если понравится, то, конечно же, я останусь. А так поживу 3 месяца и покажу вам жизнь в других странах. Вот, не знаю, куда показать. Но, в общем, в любом случае, с моим количеством вещей я просто не смогу уехать. Вот, так что вот так. Пользуйтесь этим прекрасным случаем, потому что вряд ли он когда-нибудь повторится. Так, ну и есть у меня такие вот сумочки замечательные. Смотрите. Вот эти сумочки, это из джута. Это очень такая серьезная работа. Я вам признаюсь, мне их помогают вязать, потому что я сама все просто не успеваю. Вот эти сумочки будут напоминать вам о Египте, о Виктории, о жизни в Египте, о прекрасном солнышке, о чудесном египетском песке, вот такого цвета бежевого. В общем, вот так вот, так что берите. Есть вот такая маленькая сумочка, вы что-то можете положить и вот так вот элегантненько выглядеть. Видите, так, тын-тын-тын, ходить. Чуть побольше есть сумочка, точно такая же, но побольше. Они очень крепкие, и вы будете носить, ну честно, их можно носить 50 лет. А вот такая есть сумочка с ручками, такая вместительная, классная, серьезная. Вот, смотрите, это просто шедевральная работа, я бы сказала. Ну, шикарная работа. Вот, это джут, натуральная пряжа. Так, сейчас мне нужно выгрузить сюда коробку. Я, видите, ящик сама сделала. У меня даже ящик ручной работы. Там у меня пряжа. Так, много всего, господи. Это же я вам не все показала, дорогие подписчики, потому что сейчас буду складывать в коробки. Аккуратненько, потом время от времени коробки проветриваю, понимаете? Все работа серьезная. Вот пляжная. Так, это у нас здесь рюкзачок. Такой замечательный, из джута рюкзачок. Вот. Ой, ну не рюкзачок, это такая сумочка, типа как рюкзачок. Вот так вот она соединяется, и можно что-то носить. Тут можно за продуктами даже ходить. Она крепкая. И веревочка фиксирует джут, машу джут. Вот такая сумочка. Тоже по поводу цен пишите под видео. Завтра видео загрузится, и сможете уже писать, что именно вам нравится. Вот, так что вот так. Смотрите, какая красота. Просто неописуемая. Боже мой. Это с ручками и вот такая веревочка. Видите? Ну, а это на пляж. Большая сумка или просто по городу ходить с ней. Она такая крепенькая и вместимая. Можно на пляж, можно за продуктами, в общем, на все случаи жизни. Так что вот так. Вы не вернетесь в Хургаду? Это до сих пор вопрос висит, так? Ну, давайте, задавайте какие-то вопросики. Могу с вами немножечко побеседовать, потому что есть время. Вот, 26 зрителей, замечательно. Те, кто только что пришли, сегодня я демонстрировала свои вязаные вещи. Сегодня был у нас такой магазин на диване. И эти вещи я пытаюсь как бы продать.
Почему? Потому что мне нужно ехать в другую страну, вот, а вы можете в этом поучаствовать. Так что захотелось мне, моим дорогим подписчикам, показать что-то из других стран, другую жизнь, другое небо, другие деревья, другую природу. Я очень скучаю по природе, очень скучаю. Мне прям не хватает природы. Это, по сути, основной момент, который создает немножечко напряжение для меня, то, что мне не хватает здесь природы. Вот. И даже вот сейчас такое состояние у меня странное. Ну, знаете, у нас такой переход с лета, переход в осень. Всегда такое состояние как-то, ну, как бы такая маленькая депрессия. А тут постоянно солнце, постоянно чистое небо, ничего не капает, нет ни снега, ни дождя. Но ты начинаешь испытывать какую-то все равно депрессию, потому что ты привык уже, когда из лета переходишь в холод, из тепла в холод, ты как-то, у нас есть, ну, мы так привыкли испытывать такую тоску по теплу. Вот здесь у меня такая, можно сказать, зимой такая маленькая депрессия возникает иногда. Ну, как-то вот, видите, 6 лет я здесь, но не поменяла внутри. Ну, вот как-то так. И привыкается уже очень к теплу. Для меня уже зима, она уже такая какая-то некомфортная. А в первый год, когда я приехала, я ходила в футболках. А сейчас я уже утепляюсь, очень утепляюсь. Вот, так что вот такой у меня настрой, дорогие подписчики. Но вы не переживайте, если вы будете направляться в Египет. Тут есть люди, которые встретят вас, поселят, расселят, помогут, ответят на вопросы. Так что я вас не оставлю, скажем, без никого. Но мне нужно заниматься другими делами. У меня много разных целей, много разных задач, которые я себе постоянно ставлю, новые задачи. Хочу еще преподавать вам лечебную гимнастику шикарную, ну и просто тренировки. Вот. Так что у меня очень много таких, скажем, проектов в голове, которые мне нужно воплотить. Мне не хватает ни дня, ни ночи, мне не хватает вообще года. Я ничего не успеваю. У меня всегда такое ощущение, что я не успеваю ничего. Не успеваю творить. Так, ой, я так смешно смотрюсь. Точно магазин на диване. Так, ну задавайте мне какие-то вопросы. Так, состояние нестояния однозначно. Виктория, если вы не вернетесь в Египет, то как желающим найти при случае тех девушек, которых были вы видео по вопросам различным при арендах? Это все, как бы, вы можете писать ассистенту, и он вас направит нужным людям. Он будет работать в этом направлении. Возле Нила, там города все с деревьями и травой, так что тоже контраст. Не, я хочу вот что-то другое прям. Вот, ну, я не могу объяснить. Эмоциональное выгорание, Евгений Леонович, нужна смена впечатлений. Возможно, эмоциональное выгорание, возможно, одно, другое и третье, все вместе. Но я вот вам говорю то, что я сейчас чувствую, что, ну вот, как-то так. Да, нужны какие-то приятные эмоциональные впечатления, вот, да, вы правы, да. Да. Я не знаю, я еще не могу сказать, куда я уеду, потому что я пока еще не решила. Есть несколько стран, куда бы я хотела мотнуть, но пока как бы вам не могу сказать, потому что все не точно. Когда я уже там определюсь, вот, то вот так вот. Но, знаете, если вы живете в другой стране, я могу вещи вам передать. Очень многие там знакомые, друзья летят в Египет. И я могу упаковать в пакетик, написать любовную записку и вам передать вещь. Будете носить много-много лет и помнить обо мне. Так что вот так вот. То есть я к тому, что это несложно. Есть почта, но почта здесь такая не дешевая, можно сказать. Ну, не такие, как у нас цены. Вот, поэтому идеальный вариант это, конечно же, если кто-то из ваших друзей приедет. Вот.
Да, Анастасия Мир пишет мне: Вика, у тебя деньги в путешествии, как обсуждали снимать другие страны. Ну вот видишь, там тяжелые, навязчивые, не ваши мужчины, к сожалению. А это тоже немаловажно окружение. Да, вот как-то гуляю тут вот. Ой, сейчас, кстати, когда я закончу эфир, будет интересное видео в Ютубе. Мы вчера снимали с Сергеем, позавчера, и я уже его загрузила, это видео. И вот оно выйдет, наверное, в 7 часов, то есть в 7 или 8 вы сможете его посмотреть вот в загрузках. И мы с ним беседовали, знаете. Маркушек, закрой, пожалуйста, балкон. Уже вечером так тянет, уже прям сильно. А так и целый день балкон открываю. Хорошо. И, значит, гуляю, ну и, значит, говорю ему, рассказываю ему, как-то вот вышла сюда на Мамшу, я живу возле, вот, и гуляю, и идут два молодых человека с Уфы. Я забыла, как их зовут. Маркус, не стучи. Я забыла, как их зовут, и как бы когда увидела, говорю: ой, как бы можно с вами пообщаться, я тут живу 6 лет уже, и мне так не хватает общения с нашими мужчинами, они такие приятные, но, в общем, я очень соскучилась по общению с нашими мужчинами, и я здесь, в общем, ну тут есть какие-то наши ребята, там где-то, там они тусуются, но это такое. Вот, я не думаю, что они мне как-то сильно подойдут. Нет, конечно. В общем, да, у меня такая тоска по русскоговорящим мужчинам. И я поняла, для меня это важно, наш менталитет. И чтобы эти мужчины разговаривали на моем языке, потому что я хочу разговаривать, я не хочу переводить, я не хочу создавать какое-то напряжение. Я честно поняла, что мне подходят мужчины, которые разговаривают на моем языке с моим менталитетом. Вот. И как бы я просто занимаюсь своими делами, и тут ни с кем не общаюсь, не знакомлюсь, потому что, ну вот, потому что. Сыночек молодец. Ну это да, послушный больше, если попросить что-то, да. Душа свою душу просит. Да, я даже, когда вот разговариваю на английском, даже можно не понять, не так высказаться, даже можно поссориться из-за того, что просто не твой язык, не твой менталитет. Ну, то есть, как бы, по сути, тут много мужчин мне предлагали отношения, и за последнее время очень много, и чем больше я тут живу, тем больше как бы предлагают, ну как бы это такое дело. Но я просто честно говорю, что мне подходит мой менталитет, я это поняла в одно прекрасное время, и все, осознала буквально, вот, и как бы я сделала выводы, и все, как бы, ну. Поэтому, да, мне будет очень приятно встретить в жизни своего мужчину, и я как бы жду, ну как жду, я занята, я занимаюсь интересными вещами, работаю, творю, общаюсь с людьми, но тем не менее я буду очень рада, если я встречу своего мужчину и создать какие-то хорошие, теплые отношения. И сразу перейду плавно, поскольку у нас еще есть время, для меня очень важно такой вот ресурс в мужчине, знаете какой? На первом месте это, сейчас будете смеяться, если там в лет 20 я хотела обязательно, чтобы у мужчины были деньги, это на первом месте. Ну, у нас бывает такое в молодости, нам кажется, что это ух как. А потом ты понимаешь, вот сейчас, на данный момент, я ставлю на первое место это честность, искренность. То есть если у человека нету искренности, честности, неважно, это мужчина или женщина, уже не важно, что у него есть. Абсолютно не важно, потому что я буду вынуждена попрощаться. Ну вот, на первом месте искренность. А на втором месте он должен быть психически здоров. Вы понимаете, почему? Потому что только с психически здоровым мужчиной можно создать нормальные, теплые, дружеские, доверительные отношения. Вот. На третьем месте это, конечно, эмоциональная доступность. Он должен быть такой теплый, эмоционально доступный. У меня папа, вот,
обладал такими качествами. И ну, для меня это очень важно. То есть если у мужчины вот этого набора нету, то я не включаюсь. Ну, я просто не включаюсь. Для меня очень важно, чтобы он был такой глубокий, душевный, добрый. Очень важна доброта, очень важна. Если у него есть хобби, обязательно тоже важно хобби, какое-то увлечение, что его увлекает, что его вдохновляет по жизни. Это важно для мужчины, это приветствуется, потому что это мужчине дает некую силу, азарт. Ну, вообще мечта, любая маленькая там цель или вызов, так назовем, просто вызов самому себе, это очень важно в жизни. Вот. Вызов дает энергию. Без вызова, без мечты человек очень слабый. Вообще, уровень энергии падает, и он, в общем, такой. Вот. Отсюда и много поэтому токсичных людей, потому что многие люди живут просто бесцельно. И вот именно такие люди чем опасны, потому что и именно они качают энергию от других. Токсичные люди, здесь их очень много. Здесь такое количество, сразу перейду, токсичных наших женщин. Я еще не видела нигде такой процент дефективных бабенок. Ну, я говорила, что прекрасная египетская земля, она усиливает все то, что есть у вас внутри. То есть то, чем вы обладаете, здесь вот так вот открывается и увеличивается. То есть идет такая серьезная распаковка. Мы об этом еще будем говорить не один раз на моем канале. Но такое количество дефективных женщин наших я еще не видела нигде. Это просто жесть. Вот. Видите, только так Виктория может начать с одного, а закончить совершенно другими темами. Ну, потому что я не хочу еще прощаться. У нас осталось время в эфире. Вот. Да, потому что вы глубокая и проницательная. Да, я очень действительно проницательная, и я вижу все, что есть в человеке. И поэтому, когда я с хорошими людьми, вот с такими искренними, у каждого там есть плюсы, минусы. Но минусы бывают тоже такие миленькие, дерзкие, а есть минусы серьезные. Это когда уже просто с человеком надо прощаться, потому что ну, другого нету. Ну, просто все. У меня умерла мама, ее желание было кремация. Мужчина, с которым я устроила такую истерику, непонимание 100%. Мужчина, с которым я устроила такую истерику, непонимание 100%. А, это вы тут, Вика, да, в Египте? Опять в новую школу идти, да, одно это просто, но он такой все равно компанейский. Мы с ними так жили и там, и там. Он с самого детства раннего много путешествовал. Опять в новую школу идти, какую, на каком языке обучения? На английском обучение будет. Может, я на каникулы только уеду, а может, я останусь, но мне нужно это все продать. Вот. Токсичные люди – это жесть, жизнь отравляют. Да. Вы верите в бумеранг, что все возвращается? Да, на уровне энергии, конечно, верю, потому что идет такое накопление, и человек как бы сам себе прокладывает путь вот своей чистотой, своей как бы там непосредственностью, своим вот таким чистым сердцем человек себе прокладывает путь. Грязные люди прокладывают себе другой путь, поэтому они все время несчастные, все время грязные, им приходится добывать энергию токсичностью, какой-то мерзкостью, обманом. Ну понятно, да, то есть у них такая энергия, у них энергия, знаете, какая у токсичных людей, у всяких там нарциссичных бабенок. Очень часто жертва, очень часто и не жертва, а самый настоящий абьюзер, между прочим. Поэтому жертвами закрыто, потому что вообще жертвы и спасатели – это святая троица, которые нужны друг другу, как воздух для обычного человека. Возвращается бумеранг, он может вернуться с другой стороны. Ты что-то мерзкое сделал. Ну, это будет отдельное видео, просто я расскажу очень такие волшебные ситуации своей жизни. Если вам это будет, конечно, интересно, вы напишите, хорошо? Вот, и я расскажу, вот как работает бумеранг, как, если вот мне делают плохо, как возвращается жестко бумеранг.
Я вот так все понарассказываю, а потом, когда напишу книгу, вы уже читать не будете, потому что уже вот услышите. Так что так. Все возвращается в Египте. Ну, понятно. Ну, другой менталитет там требовать. Ну, что вы можете требовать? Да, а пока это... ну, видите, хорошо, конечно. Ой, сделайте видео про бумеранг. Сделаю, как это все работает. Это волшебные моменты расскажу из своей жизни. Невероятные. Бумеранг, Настя, Анастасия написала, бумеранг это то, что посылаешь другому. Он застревает в своем поле, не долетая до адресата. Сейчас ускоренный процесс во Вселенной, поэтому посылаю только любовь. Интересно будет. Даже если я посылаю любовь, ну, я обычно чем-то занята, и у меня там нет времени на проклёны, на что-то такое, то есть я этим не занимаюсь, я быстро переключаюсь и все. Но сама жизнь, она решает с этими людьми. И сейчас просто не хочу это все рассказывать в прямом эфире, потому что я подготовлю видео на эту тему. Будут называться «Волшебные моменты из моей жизни». И вот увидите, сколько там волшебства. Как оно... Ну, то есть люди, которые делали мне плохо, там такие вещи случались просто вот, мне даже немножечко жутко об этом говорить, но вот я точно знаю, что за то, что я делаю в жизни, меня охраняют силы, какие-то вот, ну, сила Земли, там сила Земли, я не знаю, как это называется, сила там небес, сила жизни. Я не знаю, как это называется, потому что я не особо сильна в эзотерике, но есть какая-то сила, которая меня охраняет. Сила Бога, я так назову. Вот. Но я все время в служении, потому что в служении человечеству, людям, вот, это может кому-то покажется странным, но... мы же вообще выбираем. Вот меня один раз мужчина тут говорит: Виктория, вот значит давай заниматься алкоголем, будем рекламировать алкоголь у тебя на ютубе, толкать алкоголь, и будут наконец-то у тебя деньги. Это, знаете, почему он сказал наконец-то? Потому что мне приходится и тем заниматься, и одним, и вторым, и третьим, и четвертым. Ну, ютуб же, он как бы там очень мало платит, Россия же закрыта. И чтобы мне жить, мне приходится многими вещами заниматься. И он говорит: в общем, будешь заниматься алкоголем, будут у тебя деньги. Я говорю: послушай, говорю, я не могу толкать алкоголь, потому что я толкаю порядочность, я толкаю здоровый образ жизни, и я уже 150 раз сказала, что алкоголь – это яд, и нет хорошего алкоголя. И так и буду продолжать говорить, что алкоголь – это яд, это уничтожение наших клеток мозга. И вот, ну, то есть, как бы я говорю, я служу людям, я толкаю другие ценности людям. То есть, да, я служу вот таким, как бы, моментом, спокойно, тихо, с любовью. Это просто мой путь. Другой путь, может быть, там, где деньги, там, где что-то такое невероятное, но там бы я уже бы не смогла служить ни Богу, ни людям. Поэтому я выбираю свой путь. Он тихий, спокойный, мирный, он нелегкий, но в этом вся я, это моя сущность. Ну вот, когда вы слушаете себя, свое сердце, свою душу, и как бы вы гармоничны в этом, это и есть счастье, когда вы можете заниматься любимым делом, вот, и, значит, давать людям то, что вы должны дать. Вот. Вот так вот. Поэтому алкоголь, вот если вам интересно, что я делала на Новый год, я вам скажу. Так, а сколько минут уже я в эфире? Кто мне скажет, дорогие подписчики? Напишите, пожалуйста, сколько я минут в эфире? У всех барыг дети наркоманы. Ну, ведь видите, что-то есть в этом. Мы тут все для других людей, все служим людям. Если кто-то выбирает только для себя, там проблемы со здоровьем, жизнью и в целом, даже если есть деньги. Да, ваши дети будут пить. Закон сияния и жатвы, что сеет человек, то и жнет. Да, 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 да. Людям это наш адвокат и судья. Да, в Египет
которые не приживаются нигде, концентрация повышенная, пускают пыль в глаза, рассказывают о себе легенды. Вот это да. Вот, это да, потому что если я преподавала, я могу показать свой диплом, не один диплом, они у меня выставлены в сторис в Фейсбуке. Я могу показать миллион фотографий с этого, ну не миллион, вру, я тогда ничего не снимала. Тогда давно еще было, еще таких телефонов, ну были уже телефоны, но еще не такие классные, как сейчас. Вот, и жалею, что я на видео не снимала это все. Я помню, мой первый телефон, раскладушка в Nokia был, или Samsung, но раскладушка, только на кнопочке, там змейка была, одна игра, змейка. И мне казалось, что это будет вечно длиться, вот эти мои тренировки шикарные. Может, когда-нибудь вернусь, я не могу сказать. Но я очень это любила дело, и в клубах, где я работала, мои фотографии висят. И я там, ну, в общем, ладно, как-нибудь вам выложу чуть-чуть. Вот. И это то, что я могу подтвердить. То, где я училась, чем занималась, что делала. Люди действительно приезжают сюда, рассказывают такие сказки, что просто жутко. Как тут наши женщины врут, откуда они взялись такие. Я никогда такого количества дефективных женщин не видела. Господи, люди книги не читают, люди не развиваются. Вот так вот, если пройдешься вечерком, сидят, пьют, вот это что там, Господи, ну, не буду начинать, это как бы такая печальная история, вот. В Египте алкоголь ужас. Да, да, тут не очень хорошо. Вы с Украины бежали? Нет, я не бежала с Украины, я тут уже 6 лет. То есть я прилетела с Киева, до этого я жила 19 лет в Москве. Прилетела с Киева самолетом 6 лет назад, в декабре, вот, и осталась здесь жить. Просто захотела, чтобы мой ребенок немножечко пожил на солнышке, на клубничку поел, манго поел. Как раз сезон клубники начался в декабре. И вот так вот подумала, еще месяц поживу, и вот уже прошло 6 лет. Как я уже тут, мне было очень интересно все снимать. Поначалу я работала 2 месяца в отеле в детской комнате. Я работала, мне предложил босс отеля. Потом немножко занималась недвижимостью. Потом мне это все стало скучно очень, потому что я не люблю... Я творческая. Вот я как закрываюсь тут сама и начинаю творить так вот внутри себя. Или там вещи красивые, или что. То есть для меня очень важно творчество. И я, значит, отошла от этого. Это я в отеле занималась этим, как его, недвижимостью. Ну, в общем, мне очень быстро все стало скучным. И я понимаю, что я должна заниматься теми вещами, которые, ну, серьезными такими какими-то вот, которые, скажем, гармонируют с моей душой. Вот. Мне многие отели говорили: Виктория, работайте только с нами, а вы будете иметь то-то, 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 то-то. Я говорю, я не могу, я должна вот порхать как бабочка, как мотылек. Сегодня я здесь, завтра полечу в другую страну, может быть, на короткий период, может быть, на длинный период, потом еще куда-нибудь полечу. Ну вот, в общем, такая моя душа неугомонная. Ну вот, на Новый год что я делала? На Новый год я пошла спать. Я вас удивлю, я знаю, но на Новый год я пошла спать. У меня было несколько предложений в разные там места, и кафешки, и какие-то рестораны. И я как подумала, что мне придется несколько часов смотреть на пьяных людей. Я думаю, зачем мне этот стресс? У меня было 2 съемки в этот день. И я просто Маркусу подарила подарок, который я приготовила, и просто пошла спать. На Новый год я спала. Но зато я сделала то, что хотела. Я не хотела никуда идти, понимаете? Вот. Shadows, привет, Вика, Shadows, да. Так что вот так. Манго тоже в декабре мы ели, сезон. В декабре, да, сейчас уже вот февраль уже есть, но такое уже, ну. Я вчера меняла доллары, за 10 минут все услышала русских женщин тут. Ну, тут, к сожалению, подавляющее большинство такие. Лучше не хочу об этом начинать, потому что как-то мне и больно, и стыдно. Ладно, на каждого человека есть свой человек, правильно же в жизни?
мой быт? Да не, ну это же не быт мой. Не, ну это же еще не быт. Быт вокруг, но кусочек моей комнаты, да. Комодик мой, тут я складываю все, вот и куча вещей, да, и вот кусочек быта увидели. Ну, это что это за интерес показывать свою квартиру, что там интересного? Мне хочется показывать что-то вам серьезное, у меня порой такие фильмы созревают в голове серьезные, но не всегда у меня хватает времени, потом уже кто-то позвонит, предложение сделать, я уже забуду тот фильм, ну, у меня там записано все, да, у меня в голове миллион идей, это мне нужно 350 лет жить. Отец Маркуса не египтянин, отец Маркуса из Нигерии, дорогие подписчики. Ну вы же видите, что я тут не имею ни родственников, никого. Они не виноваты, что они травмированы советскими родителями и ничего с этим не делают. Я про женщин. Анастасия, мы все травмированы, потому что Советский Союз заботился только... Советский Союз ни о ком не заботился. Советский Союз похищал у нас родителей, их время, их любовь, их энергию. И все строили какую-то идею коммунизма непонятную. Просто один человек берет, как-то прорабатывает, что-то пытается осознать, а другой человек винит других. Все виноваты вокруг, все плохие и проектируют на других. Получается же можно... Но вот если мы видим кошечку, мы же думаем, что с ней делать. Мы ее можем покормить, погладить, полюбить ее. Мы можем ее пнуть. У каждого человека же есть такой внутренний выбор. Но вы меня вот это не отвлекайте всякой там эзотерикой и философией. Давайте по существу. Не виноваты, мы все не виноваты. Я думаю, что каждый человек по-своему травмирован, но ну вот как-то так. Задавайте еще вопросы. Сколько я в эфире? Кто мне может написать? Сколько я минут в эфире? 43 минуты, да? Ну, наверное, уже 50 минут. Вот, так что вот. А так здесь много разных народов, и украинцев, и россиян, и белорусов много, и европейцев много, и с Америки есть люди везде. Мы сегодня общалась с нашим Вячеславом из Америки. Он говорит: Виктория, езжай в Армению. Я говорю: почему? Он говорит: тебе там понравится. Страна не мусульманская, климат, наш этот, ну, как, говорю, ну, есть ряд стран, которые я бы хотела посетить. Вот. 100% все травматы, но мы работаем каждый день, не покладая рук. Ты 9, вытаскивай свои знания. Да, вытаскиваю, но потихонечку вытаскиваю. Это у меня Анастасия тут смотрит, которая вот блондинка очаровательная, скоро вы ее увидите, смотрит мой прямой эфир и, значит, говорит: вытаскиваю. Ну так я вот потихонечку вытаскиваю, видите ж, потихоньку вытаскиваю все. Так, подскажите, самый хороший заработок там, в какой отрасли на данный момент времени? Если бы вам это сказал кто-то из мужчин египетских, я знаю, что бы вам посоветовал. А заработок, я не знаю, какой тут самый хороший заработок, без понятия. Ну, моментами идет недвижимость, но недвижимость тоже как бы такое, надо знать хороших этих, потому что много здесь разных подводных камней. В общем, такой вариант. Не могу вам сказать. Кто-то занимается онлайн, себя прекрасно чувствует. Был ли у тебя египетский муж? Ну, откуда у меня египетский муж? У меня ребенок, папа у нас в Нигерии. Вот. Какой у меня египетский муж? Нет, конечно. Никакого египетского мужа у меня не было. Мужчины, которые хотели со мной общаться, да, есть, но есть друг, которого я очень ценю и уважаю, люблю. Это мой, в общем, друг из Каира. Он юрист, такой серьезный. Вот. Но он себя показал на протяжении многих лет.
То есть как бы человек такой стабильный, надежный, ну как, классный, в общем. Вот. Это мой друг просто. А мужчины у меня нету. Ну, нету. Friends with benefits. Не, друзей нету. У меня никого сейчас нету, и я даю четко понять, что они мне не подходят для отношений. Ну, я уже объяснила сегодня в видео. А друг есть в Каире, юриста. Но я говорю, это несколько лет общения, что как вот человек себя, с каким достоинством он себя ведет. Надежный, достойный, мужественный. Маркуса очень любит. Но у нас действительно очень такая дружба. То есть я выстроила дистанцию сразу, и я это очень ценю. И он это ценит, потому что у него там есть женщины, господи. Юрист симпатичный, талантливый, молодой еще, 40 лет. Вот, и поэтому как бы у него все есть там, у него все при нем. Нет, я не скажу, как моего друга зовут, я не скажу. Кстати, я египтянин. Ну, хорошо, что вы египтянин. У меня много тут, кстати, мужчин из Египта смотрят. У меня подписчиков очень много мужчин из Египта, которые понимают на русском. Так что вот. Вот. Вы хотите на YouTube? Я так понимаю, уважаемый египтянин, да? Как вас зовут? Нету тут. Так. Вы, наверное, тоже хотите отношений? Так. Я далеко уверена, что вот каждый должен выходить замуж за за людей из своей ментальности. Вот это будет правильно. Нет, я стесняюсь. Стесняетесь на YouTube? Да не стесняйтесь. Вы когда начнете со мной говорить, все быстро проходит. Так, мы уже с вами, наверное, целый час в эфире, да? Ну, давайте еще какие-то вопросы. Вот это видео загрузится завтра, потому что оно будет очень такое огромное. Завтра оно загрузится. Но я имею в виду, что как бы долго. Загрузится оно сразу, но обработка длится очень долго в нужное качество. Поэтому завтра на канале вы сможете уже увидеть в обед это видео. Можете пересмотреть вещи, которые я вам показывала. В общем, выбирайте вещи, наслаждайтесь. И вот так вот. Так, ну что, есть еще какие-то вопросы у вас? Задавайте вопросики, задавайте. Я сама на себя посмотрю. Конечно, я умею говорить по-украински, естественно. Как я могу забыть украинский язык, если я выросла на Западной Украине? Да никто меня не зацепил, Господи, я вас умоляю. Я выросла на Западной Украине. Я могу пить на украинском, говорить на украинском. И все. Душа у меня тоже украинская. Только мы смеемся всегда, как тут серьезные видео делать. Да, точно. На каких языках говорит Маркус? Английский, русский, немножко арабский. Вот, если что-то нужно перевести, он уже переводит. Как меня видно, кстати? Как качество съемки? Потому что, мне кажется, недостаточно света. Скоро закончится эта война. Наверное, к себе уедете. Нет, я поеду в другие страны показывать. Вот. Когда-нибудь приеду на центральную Украину, покажу местность, где у меня проходило детство. Там моя бабушка росла, там природа, леса, горы. У нас там часть собственного леса есть. Я очень скучаю по этой природе. Но это будет аж когда. Пока у меня другие планы, надо еще много всего сделать. Наверное, интернет слабый в Хургаде. Расплывается, да, но я так и поняла. Не хватает интернета
в этом, вот это, силы интернета не хватает в Хургаде, понимаете? Показывайте. А Виктория, Вика Че, показывайте вещи Явкаусер, может, что подойдет. Так, а я уже показала. Это вы теперь ждите загрузку завтра. Я уже показала. Уже все показывала. Был уже показ и рассказ, из какой пряжи. Все, я уже все сделала. Она поедет себя показывать в другие страны. Поеду показывать вам другие страны, себя показывать обязательно. Но как такую интересную женщину не показывать людям? А какое время еще поживете в Хургаде? Ну, еще поживу, еще вот до июня точно, потому что он школу должен закончить. А там уже и я определюсь, куда лететь. Вот. В кого-то. И не полечу. Шучу. Вот, так что вот так. Да, немножко раскрывается. Ёлки-палки. На-на-на. Я не знаю, я уже говорила, что не знаю, навсегда или нет. Ну что, я тогда буду заканчивать. Если у вас вопросов нету, буду заканчивать, мои дорогие подписчики. Вот. Ну, вот такие вот дела. Что еще вам рассказать интересного? Ой, волосы пахнут. А Черногория положительно отзывается для проживания. Маркус кашляет. Да, что-то, не знаю, Маркус с другом где-то бегал. Да, Черногория есть хорошенькая страна. Там недавно уехал коллега в Черногорию. Ну, вообще множество стран, которые я бы хотела еще увидеть, я вам так скажу. Вот. Так что вот так вот. Ну что, буду я заканчивать. Я, наверное, целый час уже болтаю. Португалия. Ой, ну у меня еще... Ну, много всего есть. Представьте, где я могу поехать вам и показать и то, и другое, и третье. Представляете, куда угодно. Вот, так что вот так вот. Ну, в общем, дорогие подписчики, берите эту красоту. Завтра видео будет в загрузке. Посмотрите еще раз эти вещи, которые я вам продемонстрировала. Классные сумочки берите. Цены такие, скажем, нормальные, недорого. Вот. Все. Вот эти все вещи я делала своими ручками. Это мне немножко помогали. Вот. Поэтому, пожалуйста, забирайте, носите на здоровье. Очень качественное, все очень стильное. В общем, наслаждайтесь. Подавать на убежище в Норвегии, и там можно жить бесплатно и пособие получить. Спасибо, спасибо. Я хочу там, где солнышко, я не хочу в Норвегию. Я хочу где-то, вот, чтобы веселее было. Вот так вот. Ну что, буду с вами прощаться, мои дорогие подписчики. Буду с вами прощаться. Сейчас я сделаю какой-то салатик. Я, кстати, даже придумала, как-нибудь сделаю видео, какие я салатики готовлю. А салатики, знаете, как готовлю? Все, что есть дома. Ладно, как-то продемонстрирую. Так, ну все. Я с вами заканчиваю эфир. Вы не уходите с моего канала, потому что загрузилось видео наше с моим дорогим Сергеем. Вчера приезжал мой друг, 2 дня назад мы с ним делали видео. Уже оно загрузилось, поэтому вы уже сможете видеть его на моем канале в загрузках новых видео. Так, ну я буду с вами прощаться. Все, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал, обязательно пишите комментарии, я всегда читаю, отвечаю по мере возможности, если какой-то такой продуктивный вопрос, если я вижу, что человек нормальный, я отвечаю, если я вижу, что человек не в себе, какой-то рептилоид или бот, то я не буду отвечать. Мама, Наталью веселую блондинку... Да. Это с Натальей. Кушай, да. Наталью веселую блондинку мы поснимаем скоро на днях. Встречаемся с ней, она будет рассказывать какую-то потрясающую историю своей жизни. Она говорит: Виктория, весь твой состав ютубный будет просто в шоке, потрясен от моей жизни. Так что вот так.
Вот. Так что все будут, все у меня классные. Жизнь дарит мне прекрасных людей. Так что вот так. Так что вот так. Наталья веселая блондинка, которая выступала раньше. Евгения Леонович. Да. Надо ей напомнить. Она что-то меня избегает. Но у меня еще есть другая блондинка тоже. Да. Вы про меня, я Анастасия. Не, Настюша, она знаешь про кого? Про Наталью, которая нас познакомила с тобой. Она там рассказала смешную историю была один раз. Маркус хулиганит. О, Вот. И вот так вот. Так что вот. мама, а есть что? Нутелла есть. Сейчас я тебе сделаю все. Ну все, буду с вами прощаться. Всех обнимаю. Обняла, поцеловала. До скорых встреч в Египте. Подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии, пишите какие-то интересные идеи. Будете в Египте, тоже пишите, тем более встретимся. Пишите лучше комментарии, потому что на WhatsApp Сергею только такие деловые консультации, там недвижимость, ну, в общем, вот. А все, что вы можете писать такое любовное, то пишите мне в комментарии под видео. Вот, так что вот так вот. Ну все, до встречи, пока-пока, до скорых встреч. Ой, рада я, когда пообщаюсь с вами, прям счастье на душе. Так, ну что, выключаю.